В природе нередки случаи, когда животные усыновляли чужих детенышей, но иногда это происходит между совершенно различными видами животных. Именно такие трогательные и удивительные истории вы сегодня и увидите. В Австралии на ферме родился пятнистый ягненок. Возможно, из-за его необычной расцветки от него отказалась мать. Зато его как родного приняла собака породы далматин. Владелец австралийской фермы, где произошла эта трогательная история, уверен, что собака по имени Зоя приняла пятнистого малыша за своего щенка. Внешне ягненок очень напоминает далматинов, поскольку тоже покрыт черными пятнышками. Собачка вылизывала и опекала малыша, не отходя от него ни на шаг. А эти кадры из Крыма в очередной раз подтверждают, что чужих детей не бывает. В Бахчисарайском парке появилась необычная семья. Кошка, которая живет на территории парка Миниатюр, усыновила осиротевших бельчат. Незадолго до этого у нее родились котята. Они уже вовсю играют с новыми братьями и сестрами. Животное очень внимательно к приемным детям. Играет с ними, кормит, вылизывает и защищает бельчат, как родная мама. В Приморском зоопарке белая львица родила 2 львят, но отказалась от своих материнских обязанностей. Львята были на грани истощения. Медлить уже было просто опасно. Поэтому ветеринары забили тревогу. Помочь малышам откликнулись хозяева немецкой овчарки по кличке Сандра, которая совсем недавно сама стала мамой щеночка. И по чудесному стечению обстоятельств собачка приняла львят как родных. Молоко собаки максимально подходило львятам. В нем есть все необходимое. Были и опасения, ведь Сандра не любила кошек, но эти маленькие комочки поменяли ее отношение к кошачьим. И собака, даже к обычным кошкам, стала более лояльной. Эта удивительная и добрая история произошла в зоопарке города Владивостока. В то лето в зоопарк сердобольные жители города принесли 8 ежат. Их мама, к сожалению, погибла. Малышей нужно было спасать. Пить молоко из бутылочки они наотрез отказывались. Прошло 2 дня, и казалось, часы жизни малышей уже были сочтены. Директор зоопарка решила попробовать дать ежат их кошке Мусе, которая недавно выкормила своих котят. Муся сразу поняла, что надо делать. Легла на бок, а 8 колючих комочков немедленно стали сосать молоко. Кошка очень ответственно отнеслась к новым обязанностям мамы, отлучалась ненадолго по своим насущным делам и быстро возвращалась обратно. Ежики росли как и положено, крепли и бегали по маме. Та лишь иногда фыркала недовольно, когда они ненароком кололи ее иголками. Через 2 недели сотрудники зоопарка стали подкармливать маленьких ежиков творожком. Но все же молоко кошки они любили больше всего. Как-то в зоопарк приехало телевидение. В качестве эксперимента они попытались подложить кошке чужих ежат. Но она отказалась их принимать, а когда малышей поменяли, то Муся тут же признала своих колючих деток. Эта удивительная история начиналась так. 3 сестры, живущие в Калифорнии, как-то нашли на улице совсем ослабленного котенка. Он был истощен и без посторонней помощи уже бы не справился. Женщины взяли малыша домой и принялись выхаживать его, но похоже было на то, что котенок уже сам отказался от борьбы за собственную жизнь. И вот тогда сестры позвали на помощь свою верную собаку, хаски по кличке Лила. Лила приняла несчастного котенка как собственного щенка, и благодаря ее заботе и теплу, малыш начал есть, пить и очень скоро окреп. В дружной семье живет еще одна собака хаски по кличке Инфинити, а в доме по соседству Мика. Лилу является главой стаи, и остальные хаски приняли котенка в свою компанию. Таким чудесным образом, малышка, которую назвали Рози, выросла под присмотром и опекой взрослых собак, переняв некоторые их привычки. Рози не боится воды, в отличие от большинства кошек. Она ходит в длительные походы вместе с верными друзьями, собаками и их хозяевами. Животные вместе спят, питаются и играют. Опоссумы – это такие милые зверьки. Обычно размером с кошку. Они очень плодовиты и жизнелюбивы, лазают по деревьям и могут прикидываться мертвыми, если им грозит опасность. Однако иногда и с ними могут происходить печальные вещи.
Маму этого маленького опоссума по кличке Понча сбила машина. Он остался одиноким и беззащитным, крепко цепляясь за тело матери. Именно в таком виде его подобрали люди. Малыша осмотрели в ветеринарной клинике, казалось бы, все хорошо. Но Понча был сиротой. Какое там хорошо? И тогда, по собственному зову собачьего сердца, на помощь пришла собака по кличке Ханту. У нее не было своих щенят, у опоссума не было мамы. Они нашли друг друга. Сейчас оба зверя неразлучны и живут в заказнике, вдохновляя своим примером людей на защиту окружающей среды. Эта история о невероятных взаимоотношениях оленя по имени Пиппин и собаки Кейт покорила весь мир. Началось все с того, что жительница Канады по имени Изабель Спрингет подобрала маленького олененка, оставшегося без матери. Никто и представить себе не мог, что собака Кейт, проживающая у Изабель, примет малыша как родного. У Кейт проснулся материнский инстинкт, и она даже стала давать олененку грудь. Маленький олененок принял Кейт за маму и не отходил от нее ни на шаг. Пиппин, так назвала женщина олененка, вырос. Но дружба с Кейт с годами только крепла. Со временем Пиппин проводила большую часть времени со своим стадом, но каждый год она возвращалась к окрестностям дома женщины. Каждый раз Кейт и Пиппин встречались как старые друзья, которые по одному взгляду понимают друг друга. Они тыкались мордами, облизывали друг друга и весело проводили время. В далеком 2004 году в одном из зоопарков Таиланда провели необычный эксперимент. Новоиспеченным мамам поросят и тигрят дали не их детей, а наоборот. Маме тигрицы достались поросята, а свинке – тигрята. Поначалу сотрудники зоопарка боялись, что тигрица убьет малышей. Да и сами поросята тоже побаивались, но зря. Тигра-мама выкармливала их, вылизывала и быстро добилась их любви, подарив малышам всю свою нежность и заботу. И все же работники зоопарка приодели поросят в полосатые шубки, чтобы спросонья тигрица не приняла малышей за еду. Кстати, такая забота к поросятам у тигрицы могла проснуться еще и от того, что она сама была сиротой и ее в детстве вскормила свинья. Тигрята и свинка-мама тоже стали друг другу как родные, она без проблем приняла кошек и исправно кормила их. Кстати, на свином молоке тигрята выросли быстрее, чем на тигрином. А еще ученые заметили, что такой опыт обмена детьми благоприятно влияет на психику зверей. Они становятся более спокойными и уравновешенными. Эта история произошла в Кении в 2004 году. После цунами в Индийском океане маленький гиппопотамчик потерял свою семью. Животное определили в заповедник. Он был маленьким и слабым, но подселить его в другую семью бегемотов было нельзя, ведь самец-бегемот мог принять его как конкурента и убить. Оуэн, так назвали кроху, неожиданно сам нашел себе новую семью в лице 130-летней черепахи. Последняя не сразу оценила широту души и добрые порывы Оуэна, стараясь долгое время избегать с ним контактов. Однако он оказался тем еще упрямцем. Черепаха в итоге сдалась, она стала и мамой, и лучшим другом для гиппопотама, а он даже перенял многие привычки черепахи. Возможно, она так приглянулась ему тем, что тоже большая и серая. У Уэса Тревора, владельца одной из австралийских ферм, появились маленькие поросята, которые оказались брошены своей мамой. Мужчина взялся сам выкармливать животных, окружив их любовью и заботой. Но чуть позже у них появилась новая мать, собака по кличке Трежер. Собаке так понравились эти 8 пятачков, что у нее даже появилось молоко. Поэтому она с удовольствием стала кормить малышей. Уэс беспокоился, не навредит ли такое питание хрюшкам, но ветеринар заверил его, что с дополнительным кормом их здоровье вне опасности. Кстати, собаку фермер тоже когда-то спас. Да и 8 маленьких свинок были обречены на гибель, пока Уэс их не забрал на ферму. Это еще одно доказательство, что собаки удивительные существа, умеющие любить и заботиться. В Тюмени обычная домашняя кошка стала приемной матерью маленькой обезьянки, принадлежащей к редкой породе беличьей самири. Малыша зовут Федор, и он остался один после того, как его бросила собственная мать. Какие причины побудили ее отказаться от собственного детеныша, неизвестно. Обезьянка появилась на свет всего неделю назад, и поддержать ее без материнской опеки было бы очень сложно. Самостоятельно ходить детеныш еще не мог. В этом возрасте он способен только на ком-то ездить.
Этот период продолжается до двухмесячного возраста, а до тех пор малыши цепко держатся за шерсть матери. Помимо этого, Федор нуждается в постоянном подогреве, чтобы температура его тела все время находилась в районе 38 градусов. Ситуация казалась безвыходной, и тогда директор Тюменского зоопарка Татьяна Антропова решила рискнуть и провести эксперимент. По ее словам, она попробовала посадить брошенного детеныша на кошку. Уверенности в том, что та примет маленькую обезьянку, у Татьяны не было, но кошка не подкачала и стала носить детеныша на себе. Она стала стойко переносить вцепившегося в шерсть найденыша, и теперь даже спит вместе с ним. Надо сказать, что это большой успех, поскольку ранее отвергнутых матерями обезьянок не удавалось сохранить в живых. Даже температура в 36-37 градусов была для них слишком низкой, и вскоре они погибали. Теперь же, благодаря кошке, детеныш Самири останется в живых. А на этом я с вами ненадолго прощаюсь. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и смотрите другие наши видео.